Друзья, всем привет! Не так давно вышел Android 16 и удалось его поставить на один из всеми вам известных и любимых Xiaomi. Рассмотрим, что интересного в Android 16 добавляется, да и в принципе мы с вами посмотрим такие отличия от того, что есть в HyperOS, ну и соответственно в чистом Android. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, у нас сегодня подопытным выступает всем известный Xiaomi Mi 9T. Наверное, один из самых удачных аппаратов, на которых можно все это добро тестировать. Как вы знаете, основа всех прошивок у нас на Android смартфонах это непосредственно сама система Android. И дальше уже на основе нее делают всевозможные оболочки, такие там как HyperOS, Realme UI, ну и тому подобное. Получается, у меня всегда была такая, не то чтобы мечта, но такой пунктик, чтобы попробовать устройство Pixel. Но поскольку пока что нет такой истории в плане попробовать Pixel, можно поставить следующие порты на свои Xiaomi. И, кстати говоря, кому будет интересно попробовать данный порт, вы сможете это сделать по ссылке из описания под этим видео. Что в Android 16 кардинального меняется? Во-первых, добавляется новый такой Material 3, там Extensive, как-то так он назывался. В общем, грубо говоря, улучшенная версия Material UI. То есть, получается, не совсем кардинально у нас визуал будет меняться, но при этом разработчики чуток поменяли шрифт, разработчики поменяли, давайте сейчас зайдем в какой-нибудь разделчик, то есть между разделами, если раньше было в Android 15 все сплошным, то здесь, как вы видите, все у нас так и разделили по пунктам, и это очень удобно. И в целом этого, реально не хватает многим оболочкам под управлением Android. Что еще интересного по Material 3, это новые анимации, которые также входят в этот большой такой комплект обновления. Даже если мы с вами берем Mi 9T, смотрите, какие крутые анимации выхода из разделов. То есть это очень классная реализация, и опять же, друзья, Mi 9T устройство, выпущенное в 2019 году. Сегодня на дворе 2025 год и Android 16. И этот аппарат, как вы видите, вытягивает все эти прекраснейшие анимации. И то есть можно сделать вывод, что не только все зависит от железа в смартфоне. Нет, однозначно железо имеет, наверное, процентов так 80 аппарата. Ладно, давайте 70% от всего аппарата. Но не менее важен софт. И вот, как вы видите, Android 16 очень круто в этой всей теме работает. Поиспользовав я это устройство, понял следующее, что, конечно, есть определенные моменты и нюансы по пользованию, но, опять же, это не удивительно. Но в целом то, что компания Google решила выполнить, реализовать, это выглядит очень круто. Потому вот все эти редизайны на устройствах Pixel, именно в полноценных там своих вариациях, скорее всего, появятся уже в следующих квартальных обновлениях. Но мы с вами идем дальше. Многие любят шторку, что на HyperOS, что на чистом Android. И что же тут у нас из интересного добавляется? В принципе, полная перерисовка у нас с вами происходит, понятное дело. Стало выглядеть все куда более эстетичнее, назовем это так, более свежо. И что немаловажно, как только мы с вами нажимаем на редактирование шторки, мы с вами получаем такую вот историю. И да, есть один такой интересный момент, что где-то я уже такое видел. Как говорится, не будем тыкать на другие там оболочки и системы, но данная идея в любом случае была у кого-то позаимствована. Но это не отменяет того, что данная тема очень удобная. И удобна она для пользователя в первую очередь. Тут вы можете выполнять всевозможные кастомизации, переносить, улучшать что-то. Одним словом, шторка также у нас подвергается изменениям. Ну а дальше мы с вами обратно возвращаемся в настройки. Что еще интересного мы с вами тут сможем найти? Конечно, мне понравилась тема со всевозможными там фишками по состоянию батареи, по виджету батареи. Кстати, очень крутая тема. Вот такой виджет можно себе поставить и видеть, в принципе, что у вас по, допустим, тому же вашему устройству, что по наушникам, по чехлу, по часам даже. То есть очень удобная тема. Опять же, у кого возникнет вопрос, что там по автономке, в принципе, стоит эту прошивку себе ставить на повседнев, я бы, скорее всего, поставил. Автономка с некоторыми вопросами, что и неудивительно. Плюс, опять же, не забываем, что на этом устройстве за сколько уже 6 лет батарейки немножечко стало плохо, то есть она потеряла свою первоначальную емкость, но в целом для повседнева будет очень даже.
Кроме всего этого, как вы понимаете, разработчики еще решили поиграться с кастомизацией. Потому что, в принципе, как бы чистый Android, он больше направлен, знаете, на простоту и удобство. И прям супер какой-то кастомизации за последние года не было. И вот, грубо говоря, что мы с вами наблюдаем. Заблокированный экран, и дальше мы с вами нажимаем на раздел «Часы». И тут можем выбирать абсолютно любое, что может улучшить, ну или же персонализировать наше с вами устройство. Всевозможные вариации цветов, стилей, размеров и прочего вы можете себе выбирать. И да, это очень удобно. Кроме этого, если вы хотите поставить на главном экране какие-то там обоины, то это можно сделать с помощью там всяких параллакс-эффектов и прочего. Опять же, поскольку эта прошивка портирована, не все фишки тут можно найти. Но опять же, те вот обои, которые я, допустим, поставил на свое устройство, они у нас, ну, как видите, передвигаются. То есть по типу как супер обои на смартфонах Xiaomi. Если же перейдем на экран блокировки, то можно будет заметить, как немножко оно все это добро будет двигаться. Но в целом стиль часов, там стиль виджетов и прочего выглядит куда интересно. Также, что еще мог бы отметить, это у нас с вами и улучшенные возможности по конфиденциальности. Получается, разработчики добавляют такой крутой раздел под названием «Дополнительная защита». Соответственно, она нам будет помогать избежать всевозможные онлайн-атаки, вредоносные приложения, незащищенные подключения, ну и тому подобное. То есть главное всю эту историю вот здесь активировать, и ваше устройство будет под надежной защитой. Плюс еще также из того, что, к сожалению, сейчас вам не продемонстрировать, это так называемые новые виджеты там Live активности. То есть, грубо говоря, вы там заказали доставку в Glovo, ну или еще где-то, и у вас будет вылезать вот либо здесь такой виджет, как на iOS, либо же здесь виджет, и который в реальном времени будет показывать, ну, условно говоря, статус приготовления вашего заказа или же статус доставки до вас того, что вы заказали. Также очень прикольная тема. Что же, друзья, вот такой получился Android 16. Как вы понимаете, когда на устройство Xiaomi эта вся история придет, она не будет такой, как показано было в этом видео. Не будет такой шторки, не будет такой большой там кастомизации с персонализацией. То есть все будет скрыто под той оболочкой того бренда, которым вы пользуетесь. Плохо это или нет, опять же, судить каждому из нас с вами, но я считаю, что как бы производители реально убирают то, чем славится чистый Android. Но, как говорится, это другая история. Очень круто, что Mi 9T позволяет на сегодняшний день попробовать всю эту тему. Не каждый аппарат бренда Xiaomi позволяет это в принципе сделать. И вот 9T, как вы видите, все еще живой. И это очень круто. Как я уже сказал, если вы владелец этого аппарата, если у вас есть желание немножечко заняться пердолингом своего смартфона, в описании будет ссылка на этот порт, который вы сможете скачать и установить через кастомное recovery. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.